Всем привет! Я продолжаю заниматься рутиной. Ту кучу ламелек теперь нужно отфуговать торцы, склеить по 4 штуки, потом заровнять плоскость. Вот, это все нужно успеть сделать, пока сосед не подогнал вторую партию досок от разобранных им поддонов. Вот. Отказываться от такого подгона грешно. Дают бери. Вот. Всегда какие-то доски можно применить. Там, если, скажем, не в каком-то изделии, то, по крайней мере, по хозяйству в своей мастерской. Но поскольку приспособлений у меня катастрофически не хватает, в частности больших струбцин, с помощью которых я склеиваю какие-то небольшие щиты, поэтому вот чуть-чуть пропустил, склеил, чуть-чуть пропустил, склеил. И так каждый день, пока кучечка не сравняется с нулем, не обнулится. Это слово модное в последнее время. Ну и кроме того, знаете, как в том анекдоте про Чингачгука, наконец-то на третий день Чингачгук заметил, что сарай, в котором его заперли, не имеет одной стены. Вот я заметил функцию в программе Movavi, с помощью которой я монтирую свои ролики, отображение. Я снимаю на смартфон, получается зеркальное отображение. Оказывается, не может быть, я заметил. Оказывается, это изображение можно вернуть в нормальное положение. И тогда то, что я делаю слева направо, будет и на камере слева направо. Да, вот так. Создать почти 300 роликов для этого канала и наконец-то это заметить. Это, по-моему, да. Вот. Так что я сегодня прифуговываю кромки, склеиваю и занимаюсь кое-какими хозяйственными делами для мастерской. Прифуговываю кромки я с помощью нехитрого приспособления, фрезы радиусом, наверное, миллиметров 20. Это не принципиально. Чем толще, тем лучше. Вот. И направляющие, которые, как бы по моему убеждению, имеют абсолютно ровное, как струна, направление. Нужно пропустить реечку между этой направляющей, ровной, как струна, и фрезой. Потом вот эту направляющую прижать немножко плотнее, развернуть эту дощечку и заново пропустить. Получим ровные, как струна, две кромки. Кроме того, вот в этих местах образуется угол 90 градусов, что нам необходимо для, собственно, склейки щита, чтобы было меньше горбов. Сначала черновой размер, потом мы прижимаем направляющую поплотнее. Эта направляющая зажимается струбцинами с двух краев. Я уже подготовил партию дощечек. Показывать, как я ее подготавливаю, смысла нет. В общем. Поэтому я приступаю к фугованию.
После того, как я прогнал одну сторону, вот этот уголочек с базовой поверхностью у меня стал составлять 90 градусов. Теперь моя задача развернуть этот брусок, не меняя базовой плоскости, и прогнать на фрезере вторую сторону, образовать тоже 90 градусов. В мастерской у меня сегодня жарковато, 28 градусов, еще часа 3 и будет все 30, работать практически нельзя. Вот. Поэтому задачу я на сегодня минимизирую. Склеить вот это вот в щиты по 4 реечки. Ну и, наверное, все на этом. Жара, работать нельзя. Капельки проступили, значит, затянул достаточно. Ну, для верности можно еще на один оборот.
Если клей вот так проступил, значит стянули нормально.